Доброе утро! Сегодня второй день. Сегодня мы пойдем на следующую остановку, которая называется Base Camp. Это где-то 11 километров. Будем идти по джунглям, будет много подъемов. Будет очень весело, я чувствую. Ночью шел дождь, что еще раз доказывает, что мы классно выбрали время для похода. Но зато будут водопады. Сейчас вот уже затянуло там вдалеке видно водопад. Это гора Матауи. А слева от меня гора Рарайма. А еще я забыл вас познакомить. Это наш гид. Его зовут Марио. Hola. Morning. Вот такой завтрак чемпионов нам приготовили. Вот там кофе. Вот наш повар. Так что все, завтрак и вперед. Итак, мы вышли из Риотек в бейскэмп. Впереди около 11 километров подъемов и спусков и 2 речки. Ну что, погнали? Так, ну что, мы дошли до первой реки, сейчас будем переходить. В принципе, сложно не должно быть, это просто вброд. Перед переходом наш гид Марио сказал снять обувь и одеть носки, чтобы не скользить по камням. Я о таком методе раньше не знал, и метод сработал. Ну, в общем, мы пересекли речку, но забыли вас познакомить с главными обитателями этих краев. Они называются пури-пури. Пури-пури – это такая местная мошкара. Кусают везде, где могут залезть. Ныряют с головой. Мне искусали все, что я не намазал мазью от комаров. Проблема, что укусы потом чешутся буквально неделями. Мы дошли до второй реки, она намного шире. В общем, мы прошли 6 километров и делаем вид, что нашему гиду нужно отдохнуть. Мы с вами говорим: Марио, давай отдохни, ты слишком устал. Мы видим, что ты устал, тебе надо отдыхать. На соседних горах и на самой Рарайме шли красивые водопады после дождей. Одно из названий Рараймы – Матерь воды. Из-за тропического климата и из-за того, что вершина горы часто покрыта облаками, на Рарайме часто выпадают осадки, и с нее течет много речек и водопадов, кстати, обеспечивая регион водой. Почти всю дорогу мы встречали муравьев и муравейники около дороги.
Больше всего встречались муравьи-листорезы, которые несли листья на себе. Еще были большие черные муравьи, муравьи-пуля. Они ядовиты, но не смертельны. Местные их называют Armiga 24, что в переводе значит муравей 24 часа. Их так назвали, потому что агония от укуса длится, угадайте сколько? 24 часа. Ну вот мы опять остановились, потому что опять Марио устал. Мы-то говорим, пойдем уже, пойдем, Марио, уже дойдем до самой вершины сегодня. Он говорит, не могу больше, не могу. Ну слабенький попался, говорит, что делать? Структура Ито. Итак, как все устроено? Между Парайтепу и самой горой есть три основных стоянки: Рио-Тек, Рио-Кукинан и Бейскэмп. Обычно туристы в группах идут до Рио-Кукинан или Рио-Тек в первый день, до Бейскэмпа во второй, и на третий день поднимаются на Рарайму. В группу обычно турфирмы добавляют одного гида и несколько носильщиков, портеров. Они же по совместительству повара. В нашей группе был один гид и два портера. Венесуэльцы очень следят за Рараймой. Вся территория вокруг Рараймы – это охраняемый национальный парк. Мы даже проезжали через военный блокпост по пути в Парайтепуй. Весь мусор за собой уносится, и даже используется переносной туалет, чтобы никто ничего не оставлял после себя. Чаще всего портеры, повара и гиды – это местные индейцы пимоны, которые живут в деревнях в этих местах и уже с 6 лет работают в туризме. Они носят до 30 кг в своих плетеных корзинах и очень выносливы. Обычно с утра они готовили завтрак, потом мы выходили, а они собирали палатки, догоняли нас, перегоняли, приходили на новое место, расставляли палатки, готовили еду и ждали нас. В общем, очень выносливые ребята. Получается, что мы тащили только свои вещи и спальник. По идее, мы раньше хотели пройти до самого подножия и уйти наверх за 2 дня. Сейчас мы уже сократили наши амбиции, так что устали мы опять. Устали опять. Вот. Тимур сидит в телефоне, даже тут. Вы посмотрите на него, а? Не стыдно? Нет. Парковку проверяешь? Ага. Ясненько. Оставалось несколько километров до бейскэмпа, и мы все ближе и ближе подходили к стене Рараймы. Мы вышли на тропу и шли по хребту с откосами по бокам. В это время Рарайма открылась. Естественно, грех было не запустить дрон. Чем больше мы уставали, тем больше мы шутили, что вообще не устали. Классно, да, Никита? Мне кажется, за один день нужно было подняться. Дима решил отдохнуть немножко. Ну, он самый старенький из нас. Ничего не поделаешь. 47 лет. Молодец, Дим. Красавчик. А вот Никита. Вообще не устал. Вообще не устал. Еще 16 километров, сейчас бам, Марио просто не может. Марио не может. Итак, мы прошли 11 километров и дошли до бейскэмпа. Мы поднялись на 800 метров оттуда и пойдем завтра вот туда. Наши портеры уже давно обогнали нас, расставили палатку и приготовили еду. Мы разложились и поели.
заметили, что природа вокруг нас в очередной раз изменилась. Мы стояли прямо перед джунглями, и это уже чувствовалось, и вокруг появилось много сочного зеленого цвета и новых растений. Оказалось, тут рядом есть водопад. Сейчас попробуем искупаться. Но некоторые оттуда уже вернулись и сказали, что там вода 10 градусов. Так что, может быть, и не искупаемся. На бейскемпе высота 1800 метров над уровнем моря, но все равно пури-пури несли свою вахту и мучили нас, хотя их было уже меньше. Часов в 7 вечера пури-пури исчезли, их на вахте сменили обычные комары. Но их было немного, и после пури-пури они вообще не напрягали. Мы смотрели на красивый закат и облака, покрывшие стену Рорайма и соседнюю гору Матауи. Все это вместе смотрелось потрясающе и создавало атмосферу загадочности. Опять уставшие, мы легли спать уже часов 8-9, зная, что завтра у нас самый главный и сложный день – день подъема на Рорайму.